Ребята, всем привет! Это видео вне закона. И сегодня я буду собирать ту модель, которую в законченном виде нельзя будет показать на территории Российской Федерации. И я буду собирать легендарный бомбардировщик «Штука». Это немецкий бомбардировщик времен Второй мировой войны. И у меня модель от звезды в 72 масштабе. Итак, пошли смотреть, как я ее собираю и крашу. Вылет за вылетом, сколько их было, как зомби сидишь за штурвалом. Полгода в котле, корпус СС, и надо спасти переправу. Данная модель собирается без клея, и она помечена стикером «Моя первая сборная модель», так что сборка должна быть очень легкой. Масштаб 72. На обратной стороне мы можем посмотреть на собранную модель. Пластик серый. В наборе практически 90 деталей, и размер готовой модели 15 сантиметров, чуть больше ладошки. Открываем. Пакет с литниками. Инструкция, схема окраски, а также декали и прозрачные детали. А купить модели немецких самолетов можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что на сайте можно поделиться своими работами. И для этого есть раздел «Лавка Грамм». А применяя этот промокод на свой первый заказ, у вас будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Тут 3 литника. Каждый имеет свое обозначение. Самолет состоит из фюзеляжа и одного крыла. А также очень много маленьких деталей, которые очень хорошо отлиты. И даже есть 2 пилота в наборе. У них есть и свой парашют, ремни. Они в очках. И для такого масштаба очень даже интересно отлиты. Классические декали для немецкой техники. Единственное, тут небольшая будет сложность с декалью нацистской символики. Вместо свастики здесь уголочки надо будет собирать как пазлик. Так, дальше идет схема окраски. Нам предлагается всего лишь один вариант зимы Восточного фронта 1941 года. И вот так выглядит инструкция. Примечательно, надпись «Сделано в России», что очень хорошо. Тут все понятно и просто. Описаны, какие инструменты нам нужны, что мы делаем, как работать. Начинается первый шаг, соединяем несколько деталей в одну. Вот так. 13 шагов, всего лишь один лист. Давайте приступать. А также вы можете у меня заказать 3D-печать, и мой принтер позволяет печатать в высоком разрешении большие по размеру детали. А отправка готовых изделий осуществляется Почтой России или же СДЭКом. А заказать печать вы можете через личные сообщения в ВК или же через почту. Ссылочка есть в описании к видео или же в закрепленном комментарии. Так, отрезаем все лишнее. Так, и теперь надо воспользоваться надфилем, чтобы подровнять. Итак, я подготовила детали к этому шагу. И теперь давайте попробуем их установить без клея. Угу. Так, платформа. Все. Следующий шаг нам предлагает варианты. Либо мы ставим пилотов, либо мы оставляем пустые кресла. И я, наверное, поставлю кресло. Впереди у нас полноценное кресло, а сзади без спинки. А следующим шагом мы собираем фюзеляж. Нам необходимы 2 половинки, а также соединительные детали, ну и несколько деталей по корпусу. Так, отрезаем. И собираем теперь наш фюзеляж. Детали я подготовила. И просто ставим их на нужные места. Давайте начнем с внутренних деталей. С дырочки. Сначала на одной половинке. А теперь соединяем наши половинки. Так, винт поставим чуть позже. Так. И следующим шагом мы соединяем 3-й и 7-й шаг, то есть крыло и фюзеляж. Но перед тем, как соединить эти 2 детали, нам необходимо еще поставить маленькую прозрачную деталь B3. Установил, и теперь соединяем. аккуратненько.
все. По-моему, довольно идеально получилось. А теперь устанавливаем шасси в виде лыж. Раз и два. Ну вот. А теперь я устанавливаю фонарь с пулеметом. Я до конца вставлять не буду, так как я предполагаю еще его снять для окраски. Вот так. Модель готова. Я собрала модель немецкого пикирующего бомбардировщика Юнкерс на лыжах. И модель оказалась в сборке очень простой, но при этом клей все-таки при сборке понадобился. И также перед окраской я планирую проклеить некоторые части, например, вот это соединение крыла с фюзеляжем. А также посмотрю, может быть, даже что-нибудь подшпаклюю. Окраску штуки я начала не с грунтовки, а сразу с нанесения базового слоя. Хотя я очень рекомендую грунтовать свои модели. Краска от Gem Scale дает в этом плане некоторые послабления. Она вполне отлично ложится и без грунта. Но краске надо дать обязательно подсохнуть, чтобы к ней можно было прикасаться. Нижние части поверхности самолета я покрашу серо-голубым цветом, а также цветом хаки я покрашу кокпит. Сравнение двух столь разных самолетов, которыми являются Ил-2 и Ю-87, дело довольно трудное. При проектировании их конструкторы исходили из совершенно разных концепций: бронированного самолета поля боя, своего рода летающего танка, и пикирующего бомбардировщика, предназначенного в первую очередь не для действий над полем боя, а для ударов по объектам в ближайшем тылу. Но если копнуть глубже, то оба самолета задумывались прежде всего как средство поддержки сухопутных войск при проведении крупномасштабных наступательных операций, будь то советская глубокая наступательная операция или же немецкий блицкриг. И настало время ручных работ, и мне надо окрасить рабочие места пилота и стрелка. Для окраски немецкого самолета я очень рекомендую использовать краски от ICM, а советские самолеты мы будем красить звездой. И теперь настал мой самый нелюбимый момент в работе над моделями – это нанесение масок из скотча. И мне надо скрыть окрашенные нижние поверхности самолета. Германская штука была гораздо старше Ила. Проектирование Ю-87 началось в 1934 году, а БШ-2 будущего Ил-2 лишь в 1938 году. Такой разрыв в условиях бурного прогресса авиации в 30-е годы прошлого века означал целую вечность. Тем не менее, Юнкерс оказался более передовым в технологическом отношении по сравнению с Илюшиным. Он представлял собой цельнометаллическую конструкцию, выполненную в основном из дюраля. Ил-2 же отличался смешанной конструкцией из стали бронекорпус и дерева, крыло и хвостовая часть фюзеляжа. Но такое решение обуславливалось отнюдь не отсталостью школы советских конструкторов, а объективными реалиями, нехваткой в СССР алюминиевых сплавов для авиации. К тому же на перспективу оно оказалось вполне целесообразным из мобилизационных соображений, позволив после эвакуации развернуть производство Ил-2 на новых площадях в довольно сжатые сроки. А теперь я наношу первый цвет верхней поверхности. Я долго думала над цветом, и вроде бы я правильно подобрала адекватный оттенок зеленого цвета. Использование недефицитных материалов позволило в самые трудные годы строить Ил-2 в огромном количестве. В итоге штурмовик стал самым массовым самолетом Второй мировой войны. Однако применение древесины делало Ил-2 более подверженным боевым повреждениям и чувствительным к воздействию атмосферных явлений, особенно при нарушении технологии изготовления деревянных узлов. Поэтому, как только положение с обеспечением дюраля немного улучшилось, с первой половины 1944 года начался выпуск Ил-2 с цельнометаллическим крылом и хвостовой частью фюзеляжа, хотя переход на цельнометаллическую конструкцию занял довольно длительное время, и параллельно с такими самолетами продолжали строить и штурмовики смешанной конструкции. И я снова беру за скотч, и теперь мне нужно изобразить камуфляж сломанными линиями. Кстати, этот самолет по-своему парадоксален. И вроде бы он на лыжах, а значит, он должен быть в зимнем камуфляже. Но на всех возможных фото этой модификации Юнкерса я видела его только в штатной окраске. И собственная инструкция по окраске от самой звезды предполагает нам красить бомбардировщик именно в такую схему окраски. Смывкой выделю рельеф Юнкерса, и вместо того, чтобы наносить глянцевый лак, я просто смажу самолет предварительно White Spirit'ом, и это мне упростит нанесение смывки. К началу Великой Отечественной войны оба самолета подошли на разных стадиях развития. Если производство Ил-2 только-только разворачивалось, а части ВВС Красной Армии лишь начинали освоение нового штурмовика, то Ю-87 уже был ветераном, имевшим за плечами длинный путь совершенствования и огромный опыт боевого применения, начиная еще с гражданской войны в Испании.
Более того, командование Люфтваффе не видело перспективы для штуки, предполагая в ближайшее время заменить его на более современный двухмоторный самолет Ми-210. Но реалии оказались далекими от планов. С одной стороны, разработка Ми-210 сильно запаздывала, и он так и не стал массовым самолетом. А с другой, Ю-87 в первые месяцы войны на Восточном фронте стал одним из наиболее востребованных боевых самолетов, показав, что его время отнюдь не прошло. В итоге вместо снятия с производства объем выпуска штуки, наоборот, увеличили. А теперь я поработаю снова ручками. Мне надо окрасить мелкие детали, стволы пулеметов и выхлопные трубы. За время войны не менее 75 пилотов Ю-87 выполнили 400 и более боевых вылетов каждый. Из них 10 превысили в показателе 800 вылетов. Правда, многие из рекордсменов начали воевать еще в 1939 году. Абсолютный рекордсмен Ганс Уиллих Рудель всю войну провоевал на Ю-87 и выполнил около 2500 боевых вылетов. А теперь я наношу декали и начну с классических крестов. И один опознавательный знак я умышленно наносить не буду, ибо я не хочу потом спорить с неравнодушными гражданами и правилами видеохостингов, где вы можете увидеть это видео. И, кстати, я заметила, как в одном из номеров журнала М-Хобби редакция очень емко оценила подобные запреты. А фото с той страницы есть у меня в группе ВК, и ссылочка на эту группу есть в описании к видео. Самолеты Ил-2 и Ю-87 были созданы, образно говоря, для разных войн, но волею судеб сошлись над одним полем боя. Задуманные в рамках абсолютно разных тактических концепций штурмовика и пикировщика, эти машины под влиянием опыта войны существенно трансформировались. Ил-2 стал использоваться для атак с полного пикирования, оказавшихся наиболее действенной тактикой для штурмовиков, а Ю-87 на поздних модификациях из пикирующего бомбардировщика превратился в классического штурмовика, хотя Юнкерс был существенно старше Ила, в техническом отношении он оказался более продвинутым. Но простая конструкция Ил-2 с применением недефицитных материалов как нельзя лучше подходила для массового производства. Это качество оказалось, пожалуй, самым востребованным из всех достоинств советского штурмовика, позволив в сжатые сроки наладить выпуск летающих танков на эвакуированных вглубь страны предприятиях и восполнить колоссальные потери начального периода войны. И вот такой самолет у меня получился, и, к сожалению, он не исторически верен, и виной тому наше законодательство. Но я думаю, вы догадались, каких знаков отличия этому самолету не хватает. Итак, надеюсь, что это видео вам было очень интересно и полезно. До новых встреч. Пока-пока. Чуть-чуть неплохо, ведь завтра опять подниматься на бой осталось совсем немного. А купить такие модели вы можете в магазине «Модельная лавка». Ссылочка будет в закрепленном комментарии на сам магазин и на промокод на скидку.